привет! Всем приветики! Говорят, чтобы найти ответы на важные вопросы, нужно просто сменить обстановку. Сегодня мы ищем вдохновение в 4 совершенно разных точках, от святых источников в Вишнево и Огородниках до монументального костела в Беннице и культурного ритма города Молодечина. 4 разных места, 4 разных настроения и одна история. Начинаем наше путешествие прямо сейчас. И первым пунктом нашего маршрута станет агрогородок Вишнево со своим святым источником, который имеет почти 600-летнюю историю. Погнали! Мы идем в купель с Оленкой. Кто-то у нас боится очень сильно, да? Да. Очень сильно боюсь, но настроена. Не знаю, мы еще туда ли мы вообще идем, сейчас посмотрим. Наше путешествие началось с живописного агрогородка Вишнево, славящегося своими святыми источниками. Следуя указаниям навигатора, мы добрались до церкви святых Космы и Дамиана. Именно здесь нас ждали источник и купель, ради которых мы и отправились в путь. К нашему удивлению, оказалось, что Вишнево не один, а целых 2 святых источника. Второй расположился неподалеку от костела Пресвятой Девы Марии. Эту интересную деталь мы узнали уже позже. Я не понял, а что тут такое с водой? Это лед? Замерзло? Что тут движения нету, типа? Короче, тут можно кататься на коньках. Да не кричи. Ой, короче, замерзла водица. Видите, граждане, что происходит? Ленка довольна как слон, но мы едем в деревню Лоск. Увы, судьба распорядилась так, что вода в купели оказалась скована льдом. Окунуться в целебные воды нам, к сожалению, не удалось. Но это лишь повод вернуться сюда вновь, когда природа подарит нам теплые дни. Мы непременно повторим это путешествие, чтобы в полной мере ощутить благодать этих святых мест. Какую-то графскую купель. Посмотрим. Может, и она замерзла. Нас Повезло тебе еще раз, да? Да. Нет. Ну тогда в Лоск поедем, если что. В Лоске уже не отвертишься там. А, не факт, может, и там замерзла. Там проверено. Да? Ну, мы что же в морозы были такие? Мы отправились в деревню Огородники. Туда, где, по моим сведениям, прячется еще одна из тихих жемчужин белорусской земли – Графская купель. Этот родник таит в себе отголоски былого величия. Он бьет на месте старинной усадьбы Гутенчапских, двор Новоселки. Само название напоминает о временах, когда эти земли принадлежали знатному роду Чапских. Путь наш пролегал по проселочной дороге, тихой и задумчивой. И словно в знак доброго предзнаименования, трижды нам навстречу попадались косули. Легкие, настороженные, будто лесные духи, охраняющие эту землю. О, смотри! Какие-то эти! Охренеть! Так быстро не... Косульки, наверное. Слушай, блин, чтобы они не убежали, мы бы им хлебушка дали. Короче, маленькие косули. Ну, косура, я ни разу не видела косуль. Блин, ну не уходите только. Мы вам хлебушка дадим. Подождите, ребята! А ты, может, вот тут стань и кинешь им? Виталик, ой-ой-ой, как красиво было. Офигеть. А вот, может, ты сейчас стань и кинем. Божечки, ни разу не видела косульку. Где они? Обалдеть, какие красивые.
История родника Графская Купель уходит в XVI век, когда земли двора Новоселки принадлежали князьям Кольшанским, затем Радзивиллам, а в начале XIX века перешли к роду Гутенчапских. Легенды рассказывают о дворцовом роднике, бившем прямо в подвале имения. Чтобы вода не затопляла здание, мастера проложили наклонные желоба, по ним кристальные струи сбегали к подножию холма, даря питьевую воду жителям соседней деревни Огородники. Долгое время родник был заброшен, но сегодня он возрожден, территория благоустроена, родник восстановлен, рядом появилась купель. Вода прошла проверку и признана пригодной для питья. Накануне крещения православные священники освящают родник и купель, проводя здесь традиционный обряд крещения. Так прошлое встречается с настоящим в живительных струях старинного источника. Когда мы переступили порог купели, будто очутились в волшебной сказке. Перед нами раскрылся невиданный прежде мир. Мороз, словно искусный мастер, создал неповторимые узоры, превратив обычное место в зачарованную избушку. Иней, словно тончайшее серебряное кружево, покрывал стены и потолок, и каждый кристаллик льда переливался в лучах света, будто россыпь драгоценных камней. Это было настолько прекрасно, что на мгновение замерло дыхание, природа явила нам свое зимнее чудо во всей красе. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ну что, наша сегодняшняя героиня покажет вам мастер-класс. Да-да-да. Да-да-да. Как танцевать, танец Смотрите. маленьких утят. Мы не пошли на крещение ледяную, зато вот здесь у нас тоже ледок есть. Ой, красота какая. Вон там рубль лежит. А это ты потом найдешь. Кто хочет рубль, залазь. Нет. Я лучше 10 дал, только чтобы не лазить. Совет первый. Помните, что регулярное, постепенное приучение себя к холодной воде в хорошем коллективе, под руководством опытного наставника. Это просто прекрасно. Добро пожаловать в этот замечательный коллектив и к этому наставнику. Да, еще немножко посиди, пониже чуть-чуть. Можно я уже выйду? Все, да, выходи, отлично. Аккуратно не поскользнись. Все, тут Двумя руками держи. все под контролем. Для всех остальных, перед тем, как начать, желательно посоветоваться с доктором и обязательно сделать электрокардиограмму, измерить артериальное давление, чтобы понять вообще, в каком состоянии ваша сердечно-сосудистая система. Идем с Аленкой с графских развалинов купели. Ну, Короче, видели, как выглядят графские развалины? Да, Да, но чисто по купели очень холодно. очень. Это Прям первый всё. опыт у нас на таком морозе. Хотя в прошлом году мы в Волжске тоже были на морозе, но там не было так холодно, как сегодня. Слушай, а так вот ты когда в этой Витовке нырял, там же тоже было очень холодно. Ну, как бы да, ну, сегодня вообще капец. Да? Да, Но мне в Витовке даже раздеваться было холодно. не знаю. Представь, среди тихих сельских пейзажей внезапно вырастает призрак позднего барокко. Это не просто архитектурное сооружение, а застывшая в камне молитва, окутанная дымкой истории и легкой меланхолией. Костел был возведен в самом начале XVIII века по воле шляхтича Михаила Кацела. В те времена это был не просто храм, а часть богатого монастыря бернардинцев. История Бенинского костела – это отражение судьбы всей страны. Он видел расцвет Речи Посполитой, пережил восстание, смену конфессий и суровое советское забвение. Нас встретили два друга. Дали по бутерброду. Ну что, вкусно? Прилетели. Холодно. Это такой, он такой какой-то боится что-то. В камеру боится. Эй, ты, волосатый, съел? Что дать еще? Смотрите, какая прелесть. Вы смотрите. Это маленькая чучундра.
Как этот Адольф или как его, помнишь, был передача какая-то по выходным? А Вот это, такой чудо. это, наверное, лохматая не доела, а та пошла где-то искать. Смотри, это уже на лавке готово становиться. она уже знает куда, да? Ну что? Подожди, сейчас Такая я дам. ласковая. Сладости любит. Так, ты в машину не лезь. А, прыгай, скажи, поеду с вами в Минск. Что, надо каждому по таким? Да? Ладно, давай посмотрим, будут они есть или нет. Давай. А теперь десерт. Ты будешь? Сегодня костел стоит как застывший символ памяти. Его стены, отмеченные временем, хранят эхо молитв, шаги бернардинцев и шепот листвы старинного парка. Табличка «Историко-культурная ценность» и надпись «Ведется видеонаблюдение» – слабые щиты перед лицом забвения. Но даже в запустении храм не утратил величия. Его силуэт, очерченный на фоне неба, напоминает: история не умирает, пока есть те, кто готов ее услышать. Сегодня ты по Брайтону гуляешь, а завтра, может, выйдешь на Бродвей. Опа! Да, друзья, мы в Молодечино, и песня про Бродвей прозвучала не случайно. В Молодечино – это улица Притыцкого, которую местные жители прозвали Бродвеем. По этой улице мы и решили прогуляться, а начали с железнодорожного вокзала, на котором встречает пассажиров оригинальная скульптура девушки с чемоданом. Далее по дороге нам повстречался костел святого Иосифа. Это возрожденное сооружение, для которого был выбран необычный стиль – конструктивизм. К основному объему примыкают две четырехгранные башни, наверху которых размещены металлические звонницы. Зубчатые очертания башен одновременно напоминают крепостные стены и лепестки василька из традиционного белорусского орнамента. Внешне здание больше похоже на административное сооружение, чем на храм. Ходим-ка с Оленкой в папороть-кветке. Да. Да. Ну, Виталик мне только что историю рассказал. Интересно там как все внутри. Мальчик и девочка. Это, наверное, все, конечно, интересно летом. Скульптурная композиция с фонтаном «Папороть-кветка» – одна из знаковых достопримечательностей города. Эта скульптура стала символом любви и старинного обрядового праздника Купалье. Дошли мы до Парка Победы, немного прогулялись по парку и отправились обратно. Нормальный город, знаете. Главное по прямой, все удобства по прямой. И оттуда, и сюда. И все видно, все понятно. Дошли до Парка Победы и идем обратно. Как раз сейчас просвету не Ага. Нормально, можете сеять. Да? Да. Рекомендуешь? Ну что же, друзья, это был насыщенный день. 4 локации, сотни кадров и тонна впечатлений. Мы начали от старинных сводов, а закончили прогулкой по главному променаду Молодечино. Если вам понравился наш маршрут, не забудьте поставить лайк, это лучшая благодарность за наши стертые кеды. Подписывайтесь на канал, впереди еще много неизведанных дорог. Путешествуйте, ведь мир гораздо интереснее, чем кажется из окна офиса или квартиры. Всем пока!